«Глаза» 1992 года. Мелодрама режиссера Валентина Ховенко с Ингой Ильм и Сергеем Стебловым в главных ролях. Без преувеличения, уникальный фильм в российской кинематографии. Валентин Ховенко, снимавший множество яралашей в конце 80-х, в 92 году сумел создать пронзительнейшую и невероятно атмосферную драму, просто от и до пропитанную теми самыми 90-ми. Картина попала в тот совсем недолгий момент нашей общей истории, когда в кино преобладала абсолютная и откровенная честность, пусть даже парадоксальная и порой циничная. В этом фильме нет ни грамма лжи, ни в игре актеров, ни в диалогах, ни в окружении. Происходящее погружает в себя с первых минут и до самых последних кадров. Если проводить параллели, то кино «Глаза» 1992 года очень схоже по сюжету с другими аналогичными фильмами. Истории могут быть разными, но суть одна. На память сразу приходят как минимум два подобных фильма «Вам и не снилось» 1980 года и вышедший значительно позже Костя Ника «Время лета» 2006 года. Место развертывания этой подростковой драмы, переходящей в любовь, больница. Кто лежал в больнице, тот знает, что от скуки чего только не сделаешь. Любое развлечение – путь к выздоровлению, например, целоваться в подвале неизвестно с кем. Или просто поболтать в темноте о том, о сём. А может быть и до смерти влюбиться. В ролях: Сергей Стеблов, Костя хоккеист. Инга Ильм, Настя, слепая девушка, в которую влюбляется Костя. Светлана Крючкова, мама Кости. Клара Лучко, врач, за отделением глазной хирургии. Леонид Кулагин, отец Насти. Галина Петрова, Фатима, медсестра. Владимир Привалов, врач-офтальмолог, проводивший операцию Насти. Евгений Бубер, Дима, друг Насти. Владимир Жарков, Андрей, пациент из палаты Кости. Али Ибрагимов, Женя, пациент из палаты Кости. Александр Лоя, Артур, пациент из палаты Кости, шахматист. Красивый, нежный лирический фильм еще советских времен о первой любви, несмотря на показанную разруху и неустроенность переходного периода от социализма к рынку. Здесь и робость первого свидания, и внезапная любовь, и нежелание расставания вплоть до физической боли и психологической травмы. Украшением фильма «Глаза» 1992 года стала молодая Инга Ильм, та самая красавица и отличница Маша Старцева из «Приключений Петрова и Васечкина». К моменту, когда фильм попал на экраны, ей исполнился 21 год. Снялись в фильме и уже именитые актеры отечественного кинематографа Светлана Крючкова и Клара Лучко. Александр Лоя, юная звезда яралаша и еще не достигший 10-летнего возраста, тоже весьма ярко отметился в фильме «Глаза» 1992. Запомнился момент в самом начале фильма, когда главный герой получает травму, а его друзья-соратники по хоккею предлагают бомбиле таксисту золотую цепочку, чтобы он отвез их друга в больницу. По-настоящему искренний и взрослый поступок. Таких нюансов в фильме множество. Возможно, именно этим фильм и цепляет зрителя. Из актерского состава мелодрамы «Глаза» я бы хотел прежде всего выделить блестяще сыгранную роль Светланы Крючковой, мамы главного героя, бесспорно одна из лучших ее ролей в кино. Просто мировая мама. Достойно восхищения нежная и открытая роль Инги Ильм не раз цепляет за живое. И, конечно, весь детский состав, в лицах которых, я уверен, многие увидели себя, какими сами были в те далекие 90-е. Подобных этому фильму в нашем кино больше нет. И не потому, что не умеют снимать, а потому что время было такое неповторимое. Развязка фильма «Глаза» фееричная. Мать, просидевшая всю ночь в подъезде, глядя на которую сердце сжимается так, что не вздохнуть. Она старается сделать все для сына, чтобы только ему было хорошо. Чудесное исцеление после ночи, проведенной с любимой девушкой. Несколько фантастично, но в целом прекрасно и очень искренне в своей подкупающей простоте. В итоге мы имеем фильм про настоящие чувства, идущие прямо из сердца. Способность чувствовать гораздо важнее способности видеть, вот что пытаются сказать нам создатели фильма «Глаза» 1992 года. Сюжет мелодрамы «Глаза» 1992 года. Молодой парень Костя в исполнении Сергея Стеблова, получив травму глаза во время игры в хоккей, попадает в глазное отделение больницы. Он стремится выписаться побыстрее, скоро у него полуфинал.
У ребят из его палаты обычай. Каждый вечер по специально составленному графику они ходят в подвал на свидание с обитательницами женской палаты, расположенной 2 этажами выше. Партнершу выбирают исходя не из симпатии, а из расположения кроватей. Кровати парня и девушки должны занимать одно и то же место в палатах. Косте приходится не по душе этот обычай, но когда он видит доставшуюся ему партнершу, красавицу Настю, ее играет Инга Ильм, то сразу влюбляется. Настя совершенно слепа и ожидает операции. Чтобы чаще видеться с Настей, Костя нарушает заведенный график и ходит на свидание без очереди. Костин глаз идет на поправку, и его через неделю выписывают. Не желая расставаться с Настей, он пытается уговорить врача, роль исполняет Клара Лучко, продлить ему больничный и получает отказ. Неожиданно Костя полностью слепнет. Сосед по палате Женя, его играет Али Ибрагимов, проводит его к врачам, но те считают, что Костя симулирует, и прогоняют его. Однако Костя настаивает, и врач соглашается осмотреть его. К удивлению врача, Костя действительно ослеп, причем на оба глаза. Однако самого Костю волнует лишь один вопрос – оставят ли его в больнице. Операция Насти прошла успешно, однако после ее окончания она предпочитает Косте другого, Диму, своего друга, его играет Евгений Бубер. Не перенеся этого, Костя пытается покончить жизнь самоубийством, что ему, однако, не удается. Мать Кости встречается с Настей, но ей не удается убедить девушку встретиться с сыном. Настя убеждена, что Костя чужой ей человек. Однажды Настя все-таки приходит в дом Кости. Мама оставляет их наедине, Костя и Настя проводят ночь вместе. Наутро Настя видит, что Костя сидит у окна, смотрит на соседнюю крышу и видит на ней забытые кем-то санки. Зрение к нему полностью возвращается, как и любимая девушка. Лихие 90-е. Время размытое. Сложно отличить зло от добра, тень от света, но светоощущение все равно остается. Хоть свет и не виден твоим глазам, ты знаешь, что он есть, потому что без тени не было бы света. Фильм «Глаза» 1992 года о реальном времени и реальной жизни. Все показано так, как есть, со своими плюсами и минусами. Герои живут среди серых стен, но не хотят подчиняться серым законам. Они плохо видят, но чувствуют, что с помощью их любви эти стены наполняются золотым светом, а законы просто рушатся, так как у любви законов нет, и для этого им не всегда нужны глаза.